Всем привет, с вами Фантазиус, и мы сегодня вновь окунемся в мир Безумного Макса. На этот раз мы будем искать русские корни дикобразов. О чем это я? Если вы смотрели последнюю часть Безумного Макса в оригинальной английской озвучке, то могли заметить, что дикобразы в машине переговариваются на русском языке, а не на немецком, как в российском дубляже. Что такое? Что этот грузовик здесь на районе делает? Не будем обсуждать решения отечественных кинопрокатчиков. Давайте лучше выясним, откуда в Австралии, а события франшизы, если вы не знали, происходят именно на этом материке, взялись русские. Май 1988 года. Отношения между великими державами накалены до предела. Мир на волоске от ядерной войны. Из советской базы в Северодвинске выходит большая эскадра кораблей во главе с авианосцем адмирал Кузнецов. Задача эскадры – нанести удар по Тихоокеанским базам НАТО в случае войны. Однако все пошло не по сценарию. В августе СССР и страны НАТО обменялись ядерными ударами. В мгновение ока были уничтожены десятки городов и сотни военных баз. Тихоокеанская советская эскадра была атакована тактическим ядерным оружием. После этого одна часть кораблей погибла, а другую разметала в открытом океане. Адмирал Кузнецов, благодаря своим размерам, сумел пережить удар гигантской волны, вызванной ядерным взрывом. Однако авианосец получил сильные повреждения. После долгих усилий экипажу удалось восстановить управление. Но появилась новая беда – нехватка топлива. Все корабли-топливозаправщики погибли или их разметало в океане. Поэтому адмирал Кузнецов вскоре был вынужден дрейфовать в открытом океане. На корабле не хватало еды и воды. Многие моряки получили сильную дозу радиации, но их нечем было лечить. На 40-й неделе дрейфа были зафиксированы первые случаи каннибализма. Командование корабля приказало прилюдно расстрелять людоедов. Но это не возымело никакого эффекта. Все чаще моряки пропадали бесследно в тесных коридорах машинного отделения, а из котлов камбуза временами валил дразнящий аромат вареного мяса. Вскоре на авианосце случилось восстание. Бунтовщики во главе с мичманом Леонидом Проглотовым разоружили капитана и преданных ему офицеров. На Большом Совете бунтовщики приняли решение съесть пленных офицеров, всех больных и слабых членов экипажа, а все излишки человечины законсервировать и выдавать нормированными дозами по специальным талонам. На 5-м месяце дрейфа измученные моряки увидели землю. Опытные моряки вскоре выяснили, что их прибило к берегам Австралии. Съев самых слабых и больных, которые стали бы обузой, моряки сошли с авианосца. Несколько дней они бродили по пустынным пляжам Австралии, пополняя запасы еды и питья в немногочисленных полупустых селениях. Советские моряки оставляли за собой сожженные дома, убивая в них всех жителей. К австралийцам они не испытывали никаких сантиментов, ведь в их представлении они были врагами, из-за которых они попали в бедственное положение. 7 лет моряки скитались по австралийскому побережью, пока не наткнулись на огромный заброшенный город. Это был Мельбурн. Большая часть людей покинула мегаполис еще во времена топливных войн. После ядерной войны город и вовсе опустел. Мельбурн стал просто скопищем мертвых небоскребов, пустынных дорог и вездесущего песка, который быстро засыпал городские улицы и здания. После долгого совещания моряки приняли решение обосноваться в Мельбурне. Своим поселением они избрали засыпанный песком международный аэропорт. Песок и стены аэропорта стали надежной защитой от радиации и врагов. Свой новый дом русские моряки назвали «Затопленный город». Прошли годы. Первое поколение поселенцев умерло от болезней, старости, войнах или, как майор Калашников, примкнуло к многочисленным бандам. Новое поколение называло себя дикобразами. Они были потомками союзов русских моряков и туземок, детьми бывших рабов или были украдены из других семей и воспитаны дикобразами. Чистокровных русских среди современных дикобразов почти нет. Однако новое поколение не забыло русского языка. Они очень гордятся своими предками, поэтому говорят исключительно на русском языке.
Теперь вы знаете, откуда в Австралии появились русские. Если хотите больше узнать о дикобразах и других обитателей Великой Пустоши, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А у меня на этом все. Всем пока. Да не иссякнет аквакола в вашем доме.